Кирило, вітаю вас. Доброго дня. Я делал пражский торт на протяжении недели, и продали мы его за 15 минут. Не существует украинских десертов как таковых. До речі, макарун чи макарон? Вы можете гораздо проще пойти купить круассаны в метро. Они прекрасные, на масле круассаны стоимостью 10 гривен за штуку. Все, что вам нужно их сделать, это просто достать, разморозить и испечь. Десерты всегда были высокомаржинальным продуктом. Які справи з освітою кондитерською в нашій країні? Мы занимаемся образованием, то есть у нас в центре города, на Майдане Независимости, в торговом центре «Глобус» во второй линии есть целое огромное кондитерское пространство. Усім привіт! Вітаємо вас на «Ви ресторатор». І сьогодні у нас в гостях засновник та керівник Всеукраїнської асоціації кондитерів, власник іменних кондитерських Сміян Кирило Сміян. І сьогодні ми поговоримо про розвиток кондитерської індустрії в Україні. Кирило, вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть трошки про себе. Як давно ви займаєтесь кондитерською індустрією і чому ви обрали цей шлях? Я занимаюсь кондитерским искусством последние 5 лет. Попал я в кондитерку случайно. Начинал я с продажи слоеных всяких булочек. После этого первый раз в жизни попробовал сделать пражский торт. Сделал его за 3 часа, и продали мы его за 15 минут. После этого я делал пражский торт на протяжении недели, потому что больше пока ничего не умел делать. И начал развиваться таким образом, начал делать там чизкейк, медовик. После этого постепенно понял, что объемы растут, и я один не справляюсь. И так как это было мое хобби, и было основное место работы, то пришлось нанимать людей. Я нанял людей, открыл большой цех кондитерский. Оно начало работать. Мы сделали там первые какие-то там десерты. Я выбрал в своей работе классические десерты, потому что это родное. Это то, что, например, ели, едят и будут есть всегда. Это наша украинская классика. Мы не говорим уже советская, украинская классика. Это медовик, Наполеон, Эстерхайзи, Прага. Да, я не говорю, что это все украинские десерты. Не существует украинских десертов как таковых. Это то, что осталось нам, скажем, от прошлого. Угу. Это прекрасно. Мы их делаем из качественных продуктов в идеальном исполнении. Мы делаем как целые торты, так и пирожные. Мы делаем всего 24 вида тортов, 12 видов эклеров, 24 вида макарон, шоколадные конфеты, тарталетки, маффины, абсолютно всю продукцию, которую может быть, мы ее изготавливаем. До речі, макарун чи макарон? До речі, макарон. Не макарун, не макарунс, не макаранс, никак по-другому, только макарон. Макарун, если мы говорим, то макарун – это миндальное печенье. Такое печенька, которое абсолютно не имеет отношения к макарону. У нас очень сильно пытаются всегда путать, говоря макарун, макарунцы, так как макарун – это макарон, да, это французское слово, и в написании используются 2 буквы «о». Но во французском языке они не читаются как «у», да, но у нас же все с Америки, у нас все умные, учат английский язык, поэтому надо читать макарун. Поэтому читается макарон, знаете, как эклер. Никто же не говорит эклер, эклерс, да? Почему-то говорят эклер, эклеры. Это тоже как котлеты, вы же не говорите котлетцы, да? Ви десь навчались? Да, я учился в Украине, учился в Италии, учился во Франции, но, знаете, слава богу, я выбрал свой путь. Мне не очень нравятся муссовые десерты, и я вот 5 лет с этим боролся, и наконец-то чувствую, что муссовые десерты постепенно начинают отходить. Они не такие уже стали популярные. Муссовый десерт, как правило, это одно и то же. То есть база одна и та же, это какой-то мусс с разными начинками. То есть на самом деле это и пражский торт, и Наполеон, это тоже одно и то же. Но, тем не менее, в этом есть какая-то, знаете, есть
родной вкус. Очень много, знаете, у нас приходят гости, которые могут утром и вечером есть Наполеон. Но поверьте мне, утром и вечером есть муссовый десерт, ну, в первый день вы сможете, ну, второй сможете, а потом у вас просто от количества сливок и жира просто начнет немножко плохо вам быть. А ваша продукція, вона представлена ще десь, окрім ваших кондитерських? Да, на самом деле, кроме своей кондитерской, мы продаем свои изделия более чем в 25 заведениях. То есть продаем в сети ресторанные, то есть мы делаем очень много заказных продукций, поэтому... Тобто ви робите ресторанам такі умовні солодкі консультації? И мы не только делаем консультации, то есть мы продаем готовые решения. Кроме того, что мы занимаемся, я лично занимаюсь консультацией, да, мы занимаемся продажей их десертов. Мы делаем для них, например, чизкейки, там, торты всякие, порционные, отдельные, целые, там, на дни рождения, на торжества какие-то. Тобто це не копіюється тільки ваша десертна карта, ви робите ще, ну, якісь там... Вы знаете, на самом деле очень много людей хотят покупать именно то, что есть у нас на витрине, так как это уже есть какая-то узнаваемость. И знаете, если вот порционные десерты, которые вот у нас представлены, вот там красный бархат, морковный торт, Прага, медовик, там, не знаю, там вот мы делаем оперу, это французская классика. В таком формате еще 3 года назад, скажем, классические десерты, наши классические торты не продавались вообще. Но как бы мне очень приятно быть законодателем, так сказать, таким законодателем небольшой моды в том, что я всю свою, скажем, кондитерскую карьеру популяризирую наши родные десерты. Скажіть, ось ви консультуєте якісь заклади, але є заклади, в яких є власна кондитерська карта, є шеф-кондитер. Чи це варто взагалі оцих зусиль, якщо можна замовити послуги перевіреної, хорошої кондитерської? Тому що шеф-кондитер та кондитерський цех – це не дешеве таке задоволення. На самом деле я очень часто про это говорю и считаю, что собственная кондитерская, если говорить про ресторан, там, про сегмент хорики, собственная кондитерская хорошо в каком-нибудь ресторане высокой кухни, где вы можете преподнести десерт на тарелке красивый. Если в вашем заведении вы подаете какой-нибудь кусочек торта, кусочек чизкейка, или даже какие-то профитроли, или какой-то там, я не знаю, ну там даже тот же эклер, вам просто нет смысла это делать. Потому что любое кондитерское производство состоит из там, зарплаты кондитера, кондитеров несколько, в любом случае у вас не может быть один кондитер. Вам нужно отдельное рабочее место, отдельное пространство, вам нужно закупать ингредиенты, которые не используются больше в повседневной кухне. Вам нужно еще дополнительное там, время для этого человека. Оно просто все не окупается. Рентабельность, скажем, количество, ну там, процент продаваемых десертов в ресторанной карте редко достигает 10%. Редко. То есть даже если, знаете, успешный ресторан в нашем городе, я не говорю даже в Украине, это оборот, например, там, в миллион, оборот в миллион, то есть 10% вы продаете там, ну дай бог, чтобы на 100 тысяч. Но если вы посчитаете зарплату 2 кондитеров, это прям в очень хорошем ресторане. То есть в этом ресторане еще хотя бы есть хоть какая-то возможность, скажем, этому заниматься. Там, ресторану с оборотом там, в 500 000 это просто утопия. Ну, потому что там, на 50 000 гривен зарплата 2 кондитеров это 20, затраты на ингредиенты еще 20. Итого вы зарабатываете со своей десертной карты там, 2000 гривен в месяц. Зачем? Вам гораздо проще купить готовые изделия, вынести их, подать, продать, заработать денежку. Вы не морочитесь там с какими-то производством, с закупками, со списанием, вообще ни с чем. У вас есть готовый продукт. Поэтому, ну, я пытаюсь заниматься пропагандой этого. Вместе с компанией «Метро» последний год мы работаем над тем, чтобы как можно больше полуфабрикатов было в монополке. Для того, чтобы, например, если вы хотите, например, ввести себе профитроли, вы можете прийти в «Метро», купить готовые профитроли, наполнить их кремом, заглазировать и подать. И вам ничего не нужно. Вам не нужно выпекать их, не нужно ничего делать. Точно так же с кремом. Точно так же, как, например, фантастический сицилийский десерт каноли. Вы можете купить трубочки, купить сыр рикотта, сделать из него крем с рикоттой, просто добавив там сахарной пудры, как это делается на Сицилии. И у вас готовый десерт. Причем у вас себестоимость, например, из 3 канолей там, вместе с кремом будет там, в районе 20-25 гривен. Средняя цена такого десерта 90.
Ну, то есть это вы не делаете ничего. Ну, то есть, поверьте мне, точно так же даже как с круассанами. Вы можете гораздо проще пойти купить круассаны в Метро. Они прекрасные, на масле круассаны стоимостью 10 гривен за штуку. Все, что вам нужно их сделать, это просто достать, разморозить и испечь. Вам не нужна тестораскатка, вам не нужна мука, вам не нужно подбирать масло, все время контролировать это качество его, потому что в Украине с этим большие проблемы. Вы просто берете и выпекаете, больше не делаете ничего. Ну, то есть вы выпекаете ровно то количество, которое вам нужно. Сделать круассаны в Украине на украинском масле – это утопия. Ну, просто это вы можете их сегодня сделать, завтра у вас, к сожалению, не будет такого масла, потому что в Украине очень большие проблемы с качеством продукта. Тобто гарний десерт – це техніка. Ну, тобто ніякого… Волшебства никакого нет, абсолютно нет, боже упаси. Знаете, мне когда все говорят о том, что ну вот мальчик, да, у нас же в стране это сейчас только начинают там шеф-повара становиться мужчины, да, там это теперь хоть какая-то есть профессия. Раньше это кто были? Бабушки, тетеньки какие-то и все остальное. То есть, а в кондитерском, скажем, знаете, я когда посещал курсы, особенно в Украине, скажем, за границей такого, слава богу, уже нет, там уже много мужчин. А я посещал курсы в Украине, и группа была такая, знаете, 12 девочек и 1 я. Это очень было смешно, на меня так все смотрели, но как бы я не кричал, что я там дикий кондитер или мне там очень нужно это делать, но как бы я этим увлекался. Я считаю, что даже если я просто руковожу кондитерской, я должен точно разбираться абсолютно во всем, что у меня происходит, во всех процессах. Взагалі, у чому запорука гарного десерту? Чи можна приготувати там смачний торт чи тістечко із непреміальних продуктів? Якщо ми кажемо там про французьке масло. Можно приготовить непремиальный десерт. Знаете, как из плохих продуктов получается плохой десерт, из непремиальных, там, средних продуктов получается средний десерт, из хороших продуктов получается хороший десерт. Знаете, когда у вас есть хорошие продукты и даже средние руки, у вас получится десерт все равно выше среднего. Если у вас плохие продукты и даже восхитительные руки, у вас все равно получится, может, красивый десерт, но точно не качественный. А як же собівартість та маржинальність? Треба ж заробляти на чомусь? Вы знаете, десерты всегда были высокомаржинальным продуктом. И они так на самом деле и есть. Я могу вам сейчас сказать, что мы сейчас продаем десерты выше среднеевропейских цен. Ну, прям выше. Ну, мы не берем там отдельно взятую Францию. Во Франции это отдельный культ. Там прям все завышено до безумия. То есть, если мы продаем макарон за 35 гривен, да, это 1 евро. То, скажем, в Париже макарон будет стоить минимум 2-2,5 евро, да, если там прямо... И это, поверьте, будет не ручная работа. То есть макароны в Париже ручной работы, ну, они стоят минимум 3,5. То я могу вам сказать, макароны в Польше или макароны в Германии будут стоить абсолютно те же деньги, как у нас. Вот прям те же самые деньги. Только вы не забывайте, что в Европе другие налоги. Да, в Европе другая аренда, она даже дешевле, чем у нас, это такой парадокс. Ну, то есть в Европе вы можете снять за те же деньги, которые стоят у нас, помещение в 2-3 раза больше. Ну, нет в центре Варшавы, например, на 100-метровое помещение цены там, в 25 тысяч евро, да, как есть у нас. Ну, нет такого абсолютно. То есть там за 5 тысяч евро ты снимешь себе прям прекрасное помещение в центре города. Но при всем при этом у них же гораздо дешевле себестоимость продуктов. То есть дешевле мука, дешевле масло, дешевле орехи, ну, не знаю, дешевле ягоды. Ягоды дешевле, ну, прям в разы. Знаете, вот если сейчас, например, сейчас пачечка малины 125 грамм стоит, прямо оптовый поставщик, грубо говоря, продают там по 140 гривен. Ну, 100 гривен это прям когда она уже начинает вять, они продают. То я могу вам сказать, это 3 евро, правильно? 3 евро. То в Германии сейчас, если вы поедете, в любом супермаркете вы купите килограмм малины за 1 евро. Ну, вы понимаете, просто малина в 3 раза дешевле. Поэтому вы можете делать десерты со свежими ягодами круглогодично, и у них будет себестоимость ниже нашей в 3 раза минимум. Поэтому... Тобто заробляють вони більше, ніж ми? Вони заробляють, в них є кредити під 0,0001%. У нас нет ничего, знаете, мы можем открыть, работать, но развитие без вливания каких-то астрономических денег, которые ты должен, не знаю, там пойти почку сдать кому-нибудь, но по-другому не получится.
Ну, просто нет кредитования, нет финансирования. Ну, то есть пойти взять кредит по 30% годовых, ну, это утопия. Ну, как такое может быть? Ну, про какое развитие? Вы представляете, сколько должен зарабатывать ваш бизнес, чтобы вы смогли... Нет, есть бизнесы, которые могут окупать кредиты в 30%, но это точно не ресторанный бизнес. Ну, то есть вы должны в свои булочки наркотики вложить, и тогда будет все хорошо. Вот когда-нибудь я начну делать кексы с марихуаной, когда у нас легализируется. Спасибо, Уляна Супрун. Легалізують марихуану, і тоді, чесно, я думаю, що ми будемо продавати гораздо більше. Ви навчалися в Україні, ви навчалися за кордоном. Да. І що ви скажете, які справи з освітою кондитерською в нашій країні? В нашей стране с образованием кондитеров очень все тяжело и печально. Знаете, как бы на сегодняшний момент все, чему учат в Украине, это как сделать торт. Ну, то есть ты приходишь на какой-то мастер-класс, где тебя просто учат, значит, смотри, мы сейчас делаем там муссовый торт «Радуга», да? Тебе показывают там какую-то там, берешь там технику, например, изготовления, на этом все. Тебя не учат ни как организовать рабочее место, тебя не учат, что его нужно убирать после себя, тебя не учат, как делать закупку, как делать технологические карты. Ну, то есть, знаете, у меня было много сотрудников, которые приходили из там кондитерских школ, так назовем, в Украине. Она приходит, она может сделать изделие. Во-первых, она это делает крайне медленно. Во-вторых, она абсолютно не понимает, как это масштабировать. Ну, то есть вообще не понимают люди. То есть она приходит... Нет, для ресторанов, может быть, это окей. Когда ты приходишь, продаешь 10, как я опять же сказал, максимум 10 десертов в день, то, понятное дело, даже со всей своей медлительностью, нерасторопностью, они их сделают. Это не проблема. Но, скажем, такое не работает уже в отелях, когда тебе нужно сделать шведскую линию, да, например, накрыть какой-то банкет или еще что-то. И такое не работает в кондитерских, потому что тебе нужно каждый день выдавать продукцию. На самом деле, я искренне считаю, что кондитеры это, знаете, там, святые люди, так как даже когда ты делаешь, например, блюдо какое-нибудь, ты жаришь мясо, у тебя все равно есть какой-то, не знаю, какая-то магия творца, ты все время его пытаешь пожарить, мясо не всегда же одинаковое, но нужно что-то с ним сделать, ты салатик выложил, что-то сделал там, но ты когда делаешь Наполеон, ты каждый день делаешь Наполеон, 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 Наполеон. Я честно не знаю, знаете, я всегда своим сотрудникам говорю, вы должны как-то думать о чем-то, расширять свой кругозор. Но в глубине души я понимаю, что эти люди каждый день делают одно и то же. И это можно головой двинуться. Это как на заводе люди, которые токари, постоянно там, делали одну и ту же деталь. Он каждые 30 лет делает одну и ту же деталь. Это с ума сойти можно. Но по факту люди делают свою работу. И хорошо, когда они находят в этом какой-то интерес. Ну, как бы работа должна приносить удовольствие всегда. И поэтому, знаете, когда ко мне приходят сначала и говорят, помогите открыть кондитерскую, я сначала 2 часа людей отговариваю. Ну, прям серьезно, я не страдаю. Знаете, если бы я хотел открыть кондитерскую, в которой бы все продавалось по 29 гривен, и был бы у меня такая цель, просто продавать эти франшизы кондитерские, которые продают все по 29 гривен, я бы с удовольствием просто бы рассказывал. Рассказывал бы, а дальше заработают они, не заработают, не мой вопрос. Я продал эту франшизу. А так как я хочу, чтобы, ну, как бы, я хочу развивать кондитерское искусство в Украине, поэтому я сначала людей отговариваю. Отговариваю их 2 часа, 3 часа. И вот если я вижу, что человек нет, либо он прямо вот горит, и он хочет это делать, тогда я с удовольствием помогу. А де ж навчатися початківцям? Минутка саморекламы. Всеукраинская ассоциация кондитеров. Расскажите про неї. Всеукраинская ассоциация кондитеров – это был такой орган, который мы с единодумцами, скажем, организовали в прошлом году. И вот уже почти целый год, вот это будет у нас там 16 апреля будет год, мы занимаемся образованием. То есть у нас в центре города, на Майдане Независимости, в торговом центре «Глобус» во 2-й линии есть целое огромное кондитерское пространство, где мы постарались объединить, скажем, на площади в больше, чем 300 метров у нас есть и кондитерская, в которой многие кондитеры выставляют и продают собственные десерты. У нас есть магазин, шоурум, все для кондитеров, где вы можете купить ингредиенты, где есть оборудование, где есть какие-то... Вы можете познакомиться с новинками кондитерского мира. И непосредственно само сердце – это наша школа для обучения. То есть это полноценный, оборудованный, скажем так, кондитерский цех на 24 рабочих места. То есть мы абсолютно спокойно можем одновременно
обучать 24 практических ученика. То есть это 24 человека, которые будут иметь собственный комбайн, собственную плиту, собственный нож, шпатель и все, что нужно для того, чтобы обучаться. Понимаете? Каждому скалка, каждому нож, и каждый стоит учится. То есть это мы проводим обучение от начала до конца. Вот как раз сейчас у нас проходит базовый кондитерский курс, на котором мы попытались собрать вот именно все то, о чем я говорю. Это то, что сначала происходит целый день, то есть там первый день людям рассказывают про то, как нужно организовывать свое рабочее место. Знаете, у нас люди даже не понимают, многие о том, что перед тем, как начать свою работу, нужно продукты взвесить. То есть перед тем, как делать торт, ты должен подготовить все ингредиенты, а не потом ты делаешь одно и бегаешь там, взвешиваешь другое. Многие кондитеры, как они себя называют, приходя на работу устраиваются, они этого не понимают. И это основная вещь на самом деле. То есть о том, что нужно руки мыть даже, знаете. Ну, честно говорю, это кажется так, такие простые вещи, но это то, что нужно делать. О том, что нужно ходить в форме, в чистой форме, каждый день в чистой форме. О том, что вы должны волосы убирать. Ну, то есть это вещи, которые должен знать, уметь и использовать каждый работающий человек на кухне. Понимаете? То есть после этого будут показаны, они учатся основным видом теста, основным видом крема, сборки. Они учатся делать там всякие, ну, грубо говоря, там, кюли, там, варенье даже варить. На самом деле варенье варить это тоже надо уметь. Знаете, у нас о том, что нужно ягоды подвергать термической обработке, это тоже не все понимают. Знаете, большинство каких-нибудь домохозяек, они всегда делают дома, что, ну, помазала вареньком, да и все. Ну, просто если вы просто помажете вареньком, оно у вас просто начнет портиться, как минимум. Или просто ягоды свежие, которые вы просто вложите в торт, через 3 дня превратятся в плесень. Ну, то есть вот с этой вещью абсолютно со всей нужно бороться. И поэтому вот сейчас мы постарались собрать курс, ну, чтобы вы понимали, без фотографий, то есть с фотографией это больше там 120 страниц, 9-дневный курс, без фотографий чистого текста, это 64 страницы. Это 64 страницы просто теоретических знаний, которые вы в любом случае должны были. Вот когда меня спрашивают, что такое профессиональный кондитер, знаете, очень хочется отвечать, что это человек, который имеет, там, скажем, законченное высшее образование. Да, у нас есть пищевой университет, но, к сожалению, пищевой университет остановился на уровне там 95-го года, и они по-прежнему занимаются таким, о чем даже лучше не говорить. Поэтому очень хочется, и я вот, знаете, такая наша социальная активность для того, чтобы люди развивались, чтобы люди приходили, знакомились друг с другом, потому что повара в нашей стране уже хотя бы начали объединяться в какие-то группы, они друг с другом общаются, они передают друг другу знания. Но кондитеры, на самом деле, в нашей стране по-прежнему это как такая, знаете, закрытая секта. Они каждый по себе могут быть хорошим человеком, но когда они попадают в общую сеть, это превращается в какой-то, знаете, такой базар-балаган, где каждый друг друга пытается в чем-то обвинить, что-то рассказать, никому никто ничего не рассказывает, никто знаниями не делится. Ну, то есть это отдельная вещь. То есть, ну, чтобы вы понимали, моя основная цель, я хочу, чтобы это все было доступно для людей. То есть, и когда я обращаюсь к какому-нибудь кондитеру и говорю, проведите у нас мастер-класс, но только давайте проведите его так, чтобы вы смогли, понятное дело, заработать, то есть, понятное дело, человек не может там тратить свое время без заработка, но так, чтобы мы начали развивать людей, то могу вам сказать, 15-20% максимум хотят заниматься с развитием, скажем, коллег. Он может с ним дружить 300 миллионов лет, но он ему ничего не скажет. Никогда ничего не скажет. И это очень большая какая-то такая грань, которую я вот стараюсь, чтобы они переступили, чтобы они начали делиться. Они все восторгаются шефами из Франции и Италии, которые ходят друг друга, обнимают, ходят друг другу на мастер-классы, они рассказывают, помогают. У нас такого нет. Это такая зашторенная, такая просто какая-то как секта. Вот они все дружненько сидят, и никто никому не хочет ничего рассказывать. До речі, а ви когось вважаєте своїм конкурентом? У меня нет конкурентов. Знаете, я никогда не считаю, у нас рынок до такой степени кондитерский недоразвит, что конкурентов просто физически быть не может. Просто, знаете, вот тут у нас может кондитерский открываться там в каждом доме. Вот все восторгаются в Париже, на каждом углу кондитерская. Конечно, потому что, во-первых, они дружат. Во-вторых, у нас даже при нашем количестве людей, если мы будем все правильно развивать и правильно обучать даже своих гостей, повышать культуру потребления, у нас будет больше гостей. Но очень мало людей этим занимается. Знаете, я
стараюсь дружить со всеми, но не всегда это получается. Как бы я, знаете, ни на кого зла не держу, всех люблю, всегда всех рад видеть в гости, но, к сожалению, не всегда люди могут ответить тем же. Каждый видит в этом какой-то подвох, каждый что-то еще такое. Но конкурентов, какие конкуренты, я вас прошу. Нормально ставитесь до критики? Чи часто вас критикують? Я наоборот, знаете, я очень болезненно воспринимаю какую-нибудь похвалу, там, не дай бог, лесть. Я лучше вы придите и скажите мне, вот это некрасиво, но, некрасиво еще полбеды, может, это ваш отдельный вкус, я еще могу тоже к этому относиться по-другому. Например, мне это не понравилось, но только мне это не понравилось, потому что... Или это невкусно, потому что и я бы, может быть, это сделал бы так. Но тут возникает вопрос вашей квалификации. Я уверен, что вы знаете. Но если ко мне приходит домохозяйка и говорит о том, что «Ой, у вас невкусный пражский торт», то на здоровье. Большое спасибо. Если вы делаете вкусный, принесите мне, я с удовольствием попробую ваш пражский торт. Если он действительно мне покажется вкуснее, я с удовольствием спрошу, как вы его делаете. И поверьте мне, если он будет прям действительно вкуснее, я даже поменяю собственную рецептуру и буду делать так, как он будет у вас. Но если мне будет вкусно, прежде всего, это мой продукт. И прежде всего я делаю то, что нравится мне. Я был в очень многих странах и ел очень много всего, по мне видно, да, что я ел очень много всего, съел много кондитеров, поэтому у меня есть свой сформировавшийся вкус. Поэтому я считаю, что я не говорю, что я там царь и бог, я знаю все, умею все. Нет, абсолютно. Я открыт для критики. Я, наоборот, ее люблю. Но, к сожалению, знаете, почему-то люди боятся мне ее говорить. А поділитесь, в яких кондитерських в Україні, чи в Києві, вам смачно? От ви приходите і з задоволенням можете щось з'їсти. Это очень такая, знаете, я не то, что не хочу рассказывать, какие есть кондитерские в Киеве. Вы можете спросить просто, какие вы знаете еще кондитерские в Киеве, куда можно сходить. Я бы ответил. Так, да. Потому что, знаете, мне хватает, я каждый день ем какое-то кондитерское изделие. Потому что я каждый день пытаюсь хоть как-то визуально или на вкус контролировать собственную продукцию. Если я буду есть кусочек торта у себя, а потом еще идти к друзьям, коллегам, еще есть кусочек торта у них, но двери стандарт это 60-70 сантиметров, я не зайду. Ну, а якщо в контексте поради? В контексте порады, смотрите, не секрет, есть прекрасная кондитерская Хани, да, делают муссовые десерты, она не совсем кондитерская в моем слове понимания кондитерская, то есть там же есть не только кондитерские изделия, то есть это кафе, назовем это кафе кондитерское, очень неплохое заведение с другими десертами, не такими, как у меня, очень вкусные, качественные, вообще спору нет. Есть, знаете, хотя сейчас я читаю очень много критики в адрес, например, очень старой, древней, очень опытной кондитерской Калина. Я когда еще, скажем, у меня не было собственной кондитерской, я в кондитерскую Калину ходил очень часто. Есть по-прежнему реприза. В репризе есть даже, знаете, вот если у меня спросят, какой у тебя любимый торт в репризе, я даже скажу, это яблочный пирог сверху с орехами, очень много фундука. Это прекрасное вообще изделие. Я, честно, только из уважения просто не делаю его сам. Но это классика, да. Есть еще у нас из западных, да, есть поль, но поль мне не очень нравится, так как, знаете, там практически ничего не делается на месте. То есть это все привозное, то есть я не говорю, да, мы круассаны делаем тоже замороженные, привезенные с Франции, но я могу у себя съесть французский круассан, зачем мне его есть в поле? То есть я могу, ходить, например, есть в кондитерских того, чего нет у меня. Если оно есть у меня, зачем мне это есть у других? Свое все равно всегда вкуснее. Якщо говорити про комунікацію між колегами, не тільки з кондитерської сфери, а з ресторанної взагалі, чи відвідуєте ви якісь професійні івенти, які вам подобаються, які не подобаються? Може, десь ви виступаєте як спікер, а десь вам цікаво послухати щось нове та цікаве? Я по поводу кондитерских, вообще, куда я хожу и посещаю, знаете, я вообще болею темой узнавать все новое. Поверьте мне, как только открывает кондитерская, я об этом узнаю. Любая кондитерская, все равно, даже если они пекут маргариновые булочки, я туда обязательно схожу. Ровно для того, чтобы посмотреть. На самом деле нет ничего страшного, знаете, может, действительно люди что-то открыли хорошее.
редко такое бывает, но бывает на самом деле. Есть чему поучиться, есть откуда перенять опыт. Я всегда, если езжу в другие страны, всегда хожу в кондитерские. По поводу мероприятий, есть прекрасное мероприятие, которое делает журнал «Ресторатор», Софья Коломийцева. Вот как раз недавно закончился зимний НРС-фест. Они их проводят 2 раза в году. Это прекрасное мероприятие. Оно образовательное, то есть это и мастер-классы, и лекции фантастических людей, которые добились, скажем, своих успехов уже в ресторанном бизнесе, в зоне там обслуживания гостей. Поэтому это прекрасное мероприятие, на такие нужно ходить. Что касается, знаете, что-то послушать, у нас очень много есть недокондитеров и недорестораторов, которые... Самая моя любимая тема, это, знаете, когда пишут, как открыть кондитерскую, как открыть ресторан, как открыть публичный дом, еще почему никто не учит, я не пойму. Это где-то очень похоже, потому что люди, которые учат, как открыть кондитерскую, ну, например, или как открыть кафе, или как открыть кофейню. Ну, как правило, это люди, у которых нет ни кофейни, ни кафе, ни ресторана. Либо это люди, которые, знаете, занимаются аферизмом. Ну, то есть это которые продают вам идею. Ну, то есть они 100% не уверены, никто вам не даст 100% гарантию. Это правильно, с одной стороны. Но с другой стороны, это аферисты. Ну, знаете, есть такие курсы, они такие называются, как открыть кафе. Вот просто пример. Она может быть прекрасная девушка, и все с ней хорошо, замечательно. Но это чистая афера. Учат, как открыть кафе, девочка, которая открыла кафе, закрыла его через 3 месяца. Ну, это же бред, это утопия. Как такое может быть? Ну, если ты открыла и через 3 месяца закрыла, и теперь ты якобы рассказываешь, что делишься своими факапами, так чем ты учишься? Я вступил, знаете, как у меня папа в детстве научил менять розетку, да, я умею делать и розетку менять, и плитку класть. Я же не стал от этого плиточником, или сантехником, или электриком. Но у нас человек, который просто открыл, он уже стал ресторатором. Знаете, нет проблем. Если вы хотите просто открыть, придите ко мне. Я дам вам список партнеров, список поставщиков. Вообще бесплатно. Прям я даже с удовольствием посмотрю на ваш жизненный опыт. И вы просто пойдете, поверьте мне, есть компания Мореста. Вы туда придете, вам сразу продадут все оборудование. Без никаких накруток. Скидку сделают. Все замечательно. Технолог вам распланирует вашу кухню. Не надо никому отдельно платить. Это все сделает партнер. Вообще бесплатно, понимаете? Просто за то, что продаст вам оборудование. Вы придете в компанию Forward, да, которая продает формы, там, инвентарь и все остальное. Вам подберут все, от ножа, вилки, до силиконовых форм, перчаток, все. Вам не нужно никому платить, они сами вам все сделают. Вы придете, например, в метро, да, вам выделят личного менеджера, где вы совершенно спокойно, он вам сделает всю закупку, настроит программу учета, все сделает. Что вам нужно? Зачем вам эти аферисты, которые рассказывают, как открыть что-то? Ну что они... Я был на таких нескольких лекциях, я не знаю, чему они учат сверху. Ну что, они коммуницируют с вами, ведут вас, рассказывают. Поверьте мне, вас точно так же будет вести кто угодно. Они что, вам дают рабочую модель какую-то? Даже продавая франшизу, человек же не гарантирует тебе 100%, например, возврат твоих инвестиций. Абсолютно не гарантирует. Поэтому это вообще это отдельная вещь. Знаете, вот эти все обучалки, эти все концентраторы, тренинги и все остальное, знаете, у нас есть... есть круг людей, которые нигде никогда не работают, я не знаю, которые непонятно где берут деньги, мамы, папы им дают, не знаю, там, наркотиками торгуют. Но ты посмотришь, а он сегодня на одном тренинге, завтра на другом, послезавтра на третьем. У меня возникает вопрос, ты работаешь когда? Ну ты столько всего умеешь. Ну что ты делаешь? Ну когда ты наконец-то, вот ты впитал, ты 2 года ходишь по тренингам, когда ты наконец-то начнешь свои знания или хотя бы умения куда-то вкладывать? Я, честно, я не понимаю этого. Знаєте, лекції під кодовою назвою «Допоможемо потратити ваші кошти». Так я о чем и говорю. Это у нас, знаете, есть такая тема, да? Тот, кто умеет делать, работает, кто не умеет делать, учит. Вот это вот самая яркая тема, потому что у нас, как правило, да, знаете, есть... я могу рассказать пример. В мире есть фантастическая девушка. Зовут ее Нина, фамилия у нее Тарасова. Это прямо чуть ли не гуру кондитерского искусства в мире. Знаете, я относился к ней, молодец, окей, делает прекрасные вещи, проводит прекрасный мастер-класс. Но тут возникает тема мировоззрения. И девушка рассказывает, я смотрел как-то в Инстаграме интервью ее, она рассказывает, вы представляете себе, вот абсолютно адекватно,
Это ее мировоззрение. Я не спорю. Может такое быть. Вопросов нет. Просто мне это непонятно, но я приехала во Францию. Прихожу в школу, очень известную, там она, кажется, в Le Cordon Bleu пришла, там прошла собеседование, заполнила анкету, и для поступления нужно обязательно было общение с собственником этой школы. Вот ее вызывают, и он ей говорит, типа спрашивает: скажите, пожалуйста, после обучения в нашей школе, чем вы планируете заниматься? Вы собираетесь стать шеф-кондитером, собираетесь где-то работать? Она говорит: нет, я собираюсь после вашей школы открыть собственную школу и буду учить людей. Он такой сел, а причем она искренне говорит: я такой сижу и не понимаю, почему она меня так смотрит. И говорит: извините, мы не можем вас обучать. Она такая: почему? Ну что за бред вообще? Как такое может быть? Как вы, пройдя просто курсы, пойдете сразу обучать людей? Она говорит: да, я знаю, что работать я не призвана, но обучать людей – это вот мое призвание. Я хочу обучать людей и передавать им свои знания. Но это же бред. Ну, может, в моем понимании это бред, но по факту это есть. И таких Тарасовых у нас прям тысячи. У нас, знаете, есть прекрасная девушка Лиза Глинская, которая там победила в мастер-шефе, потом начала проводить курсы. Так вот, девочки, приходя к Лизе Глинской, например, на мастер-класс по макаронам, через 2 недели делают собственные мастер-классы по макаронам. Ты думаешь: господи, ты с ума сошла? Ты же даже не понимаешь, как их делать. Ты даже не понимаешь, почему там, например, смешивая один ингредиент с другим, получается этот результат. А что будет, если смешать этот? А что делать, если мука будет другой влажности? А что, если будет там содержание в муке другое? Ты же вообще этого ничего не понимаешь. Но ты проводишь мастер-классы, и люди ходят на них. І ти думаєш, В одному з інтерв'ю ви якось сказали, що запорука смачного торту чи десерту будь-якого – це чітка рецептура. А як щодо таланту? Бувають безнадійні люди? Бывают. Бывают, и, к сожалению, очень много. К сожалению, знаете, я когда-то, может, даже, кстати, в этом интервью сказал, что я очень жалею, меня прям потом забанили этот пост, я очень жалею, что отменили рабство, и что людей по-прежнему нельзя бить. На Ютубе это тоже, наверное, нельзя говорить, это тоже забанят. Но, хорошо, я перефразирую. Я очень жалею, что людей уже нельзя принуждать к труду. Потому что принуждать к труду, это было бы прекрасно. Потому что сейчас растет поколение людей. Знаете, вот я был на НРС-фесте, выступала прекрасная девушка, которая описывала разность поколений. Да, есть поколение X, Y и Z. И вот я, как человек из поколения X, с трудом понимаю мировоззрение людей поколения Y и вообще не понимаю людей поколения Z. Я очень стараюсь, знаете, поверьте мне, я читаю, я смотрю, слушаю музыку, смотрю фильмы, которые они смотрят. То есть я пытаюсь хоть как-то понять, откуда они это берут, каким образом их такими воспитали, но это очень тяжело. Ну, то есть, когда ты человеку говоришь: ты сделал вот это неправильно, ну, люди моего поколения говорят: блин, я сделал это неправильно, я переделаю, я буду стараться. Люди поколения Y говорят: блин, ну и что? Ну так получилось. И ты такой думаешь: ну блин, ну вы сумасшедшие, ну что значит так получилось? А люди поколения Z, ну они такие вообще скажут: чё, блин, да что ты паришься? Ну как бы и это вообще, это люди, дети, которых, это, знаете, там дети до 22 лет, да им вообще все равно. У них жизнь вообще простая. Я вообще им, опять нельзя показывать на Ютубе, я им вообще говорю всем: бегите отсюда, прям бегите, вам здесь нечего делать. Эта страна такая, она идет, знаете, все с 91-го года, я еще смотрю, я помню, как я, вставая в 5, мне это нравилось, вот прям себе, может, я впитал это. Я вставал в 5 часов утра, шел в молочный, стоял 2 часа до открытия в 7 утра магазина, стоял в очереди, покупал сметану и шел домой. Прям я это вспоминаю, это очень прекрасно, мне это очень нравилось. Ты мог постоять в очереди, посмотреть, там все стояли соседи, я их всех знал, я был маленький мальчик, я их всех знал, я со всеми разговаривал, я узнавал что-то новое. Но это было хоть какое-то... Сейчас вообще, сейчас все в телефонах, знаете, вот вы никогда не видели детские дни рождения? Вот возьмите, посмотрите на детей на детских днях рождения. Приходят на детский день рождения 15 детей, и все долбят в телефон. Они даже не отрываются от него. Ну, то есть детский день рождения без телефона я даже не видел еще в последнее время. Поэтому, ну, как бы,
есть разность мировоззрения, есть все. Но просто сейчас, знаете, я говорю уже как пенсионер, мне так иногда кажется, но просто люди моего поколения работают без остановки. Ну, прям я могу работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы работаем, не 24, 360, сколько, 5 дней в году, да? Мы работаем 364. То есть за 5 лет в этом заведении выходных было всего 5 раз. Это 1 января. Все, больше нет праздников в этой кондитерской. Ну, потому что я считаю, что я могу прийти на работу и в субботу, и в воскресенье, и понедельник, вторник, естественно, и все остальное время. Ну, потому что я считаю, что для того, чтобы что-то добиться, нужно работать. У нас есть например, у нас там бариста получает в среднем, там, в зависимости от количества дней, ну, там, при стандартных, да, там, 10-12 тысяч гривен. Поверьте мне, что бариста, например, в очень модных кофейнях нашего города получают зарплату меньше. Прям меньше, намного меньше. Но на мой вопрос, почему вы там работаете, например, а не идете сюда, он говорит, ой, ну у нас здесь ламарзока, у нас здесь мы ходим на йогу, у нас коллектив, мы все друг с другом. Им не нужны деньги, у них нет перспективы развития. Они просто совершенно спокойно могут еще 10 лет ни хрена не делать. Ну то есть, простите, у меня в 25 лет была 2 машины, дом и квартира. Потому что я работал с 14. А они в 25 лет сейчас отращивают бороду и катаются на лонгбордах. Но это прекрасно. Я с другой стороны, может, говорю, потому что я им завидую. Я, тоже хотел, знаете, вместо того, чтобы работать, просиживать 5 лет в институте, потом кататься на какой-нибудь самокате. Это же прекрасно. Ну, может, потому что у меня этого, к сожалению, не было. Я теперь как-то так с неприязнью отношусь к этим людям. Ну, не то, что с неприязнью, я с непониманием отношусь. 24/7 працюєте. Король десертів багато часу займав? Король десертов мы снимали 2 дня. Ну, это было 22 дня с 8 утра до 2 часов ночи. Это было очень интересно, очень необычно, очень познавательно, развивающе, но со своими нюансами. Розкажіть, як ви туди потрапили взагалі? Началось все с того, что я туда пошел консультантом. Ну, то есть я абсолютно себя не видел в роли члена жюри. Ну, прям серьезно, с моим мировоззрением члена жюри это очень отдельная и странная тема. Ну, то есть и когда на протяжении мы сотрудничали с этой передачей больше 3 недель, я видел практически весь цвет кондитерского искусства этой страны, не только привозили для кастингов на членов жюри. То есть, знаете, поверьте мне, все фамилии, которые вы видели или слышали в кондитерском искусстве, абсолютно все пытались, их кастили на членов жюри. Я, честно, боже упаси, я сразу сказал, это не мое, я не буду, я в этом не участвую. Но потом покастили, пришли, и, знаете, это было очень такое смешно, они надо мной еще поиздевались. Говорят, вы знаете, Кирилл, мы вынуждены с вами прекратить сотрудничество как с техническим консультантом. Я, если честно, прям расстроился. Я туда пошел, думал, я буду смотреть все, как это делается. Это очень прикольно, я хотел просто наблюдать с этой стороны. Говорит, но у нас есть к вам другое предложение. Мы хотим, чтобы вы были членом жюри. Ну, то есть я упирался долго, но потом согласился. Если честно, прям не жалею. Що це вам дало? Окрім досвіду цікавого. Но это очень большое. На самом деле опыт получился просто фантастический. Знаете, когда вы вживую участвуете в съемках большой телевизионной передачи, это очень интересно. Когда ты сидишь в кадре, да, даже та тема с гримировкой и все остальное, до этого момента меня никогда не гримировали. И это было очень необычно, знаете, и когда ты приходишь с утра, ты так садишься, тебя одевают, тебя красят, и ты так вошел, потом тебе сделали кофе, ты его выпил. Ну, знаете, на 3-й день прямо ты думаешь, господи, знаете, у нас всегда говорил, Леся, продюсер, она говорила, подожди, говорит, ты вот это бубнишь, говорит, ты потом, когда закончится, ты будешь просыпаться, так и почему меня никто не одевает? Почему меня никто не накрашивает? Господи, где мой кофе? И я, конечно, не в таком смысле, но, поверьте, было. Вот реально, ты когда встаешь, и ты думаешь, на съемки бежать не надо, кофе тебе никто не делает. Пойду сделай кофе, и одеваться будешь сам. И ты думаешь, как-то скучно жить начал.
Я понимаю, знаете, люди, которые делают кино, они же телевизор не смотрят. Но я прекрасно это понимаю, про какой телевизор может идти речь, если съемка у нас была в 8 и заканчивалась в 2. Мне что смотреть? Ночные программы? Ну, как бы у меня уже даже сил на них не было, поэтому... Что дало еще? Дало дополнительный, как это сказать, сегмент новых подписчиков на Ютубе, Инстаграме, или там на Фейсбуке, Инстаграме. Это дети 8-13 лет. Для меня остался вообще очень странный сегмент. Передача показывалась с 9:30. Какие родители и зачем разрешали посмотреть детям эту передачу? Ну, зачем? Нет, с другой стороны, поверьте мне, передача получилась, может, не такая зрелищная, как другая, которую показывали по-другому, показывают передачу, где там каждый второй нетрадиционной ориентации, а еще второй с неадекватной психикой, как бы, но мы здесь старались сделать это совершенно спокойно. Ну, то есть для того, чтобы показать хоть какие-то приемы. То есть у меня, знаете, была изначально договоренность, что я иду участвовать в передаче только тогда, если все проходит честно, если все проходит без никаких-то там навязываний, если я сужу ровно так, как мне этого хочется, так, как я чувствую, так, как у меня есть вкус. Только так. То есть я сразу сказал, как только, если не дай бог, будет что-то не то, я развернусь и уйду. Я доснимался до конца. Поэтому, знаете, поверьте мне, я до этой передачи тоже считал о том, что все по телевізору ложь. Ничего подобного. Але все ж таки ви казали про якісь нюанси. Які? Нюансы были в основном в том, что, ну, например, 1+1 никогда не снимал подобные передачи, и для них это было в новинку. И первый наш день, когда мы снимали первую серию, типа кастинга, да, у нас в помещении было +50. Угу. Ну, то есть... Техничные. Это, то есть чисто технические нюансы, то есть, и знаете, поверьте мне, по мере съемок передач вся съемочная группа прямо стала разбираться в десертах, в составе, а что можно сделать так, чтобы оно там не повредилось. То есть у нас был потом такой стоп, там весь съемочную площадку оборудовали кондиционерами, потому что, ну, как бы по-другому жить и работать бы нельзя было бы. Но были такие нюансы. Там были у нас тоже самые разные люди с разным мировоззрением. Из-за того, что на самом деле это все было, не было сценария, да, никто не рассказывал там участникам, как себя нужно вести, какие реплики нужно делать, что нужно говорить, какие истерики закатывать. Ну, то есть все было абсолютно чинно-благородно, то они даже поначалу не верили, что это реально снимается. О том, что это реально нормальный конкурс, о том, что действительно люди вот попадут на эту программу, что их снимут, покажут по телевизору. И когда они начали, знаете, вот произошел такой перелом после там, 2-го или 3-го вылета, когда участников уже было немного, их было всего 8 человек, и когда их осталось 5, ну, они прям начали меняться. Они начали понимать, что им нужно что-то делать, что им нужно выдвигаться как-то, что они должны что-нибудь там, ну, не знаю, показать, какие-то прелести, еще что-то. Кирило, я вам дякую. Сьогодні дуже було змістовно та весело. А з вами ми побачимось вже в наступному випуску. Ставте лайки, підписуйтесь та не забувайте про дзвіночок.